Ну что, вот новый день и новая возможность у меня наконец-то познакомиться и провести приятный вечерочек, надеюсь, более приятный, чем обычно, с телочкой, которая захочет меня сегодня красивого. Видите, у меня новый лук, беж, такой осенний. Вот, я надеюсь, что сегодня я на светлой стороне, поэтому мне повезет. Телочка огнище, я вам могу сказать. То есть по фоткам просто, не знаю, фотки, может, какого года, но не суть. Будем верить в хорошее, потому что бывает всякое. Так вот, телочка просто... Даже неправильно называть ее не телочка. Девушка просто прекрасна. И я надеюсь, что сегодня именно не будет вот этого всякого, а будет вот это вот нужное всякое. Ну, что, посмотрим сейчас. Что там с ней? Да блин, включайся ты. О, ничего себе, я еще и принимал сообщение. Так, от нее. Где ты стоишь? Так. Ну что, ждем? Ждем. Да. Добрый день, а вы Милану ожидаете? А вы кто? А можно я присяду, пообщаемся? Может, лучше я выйду? Давайте лучше в машине, разговор он не 1 минута. Да? Ну, давайте. Итак, сегодня на обзоре у нас таксопарк Такси Хайп. А, собственно говоря, что тут обозревать? Уже то, что в нем работаю я, говорит само за себя. Есть, конечно, один недостаток. Куда потратить безумные деньги, которые я и ты сможешь заработать в нашем таксопарке Такси Хайп. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Я, если честно, ну, то есть без обид только, да, но... Я надеюсь, это не какой-то подставной аккаунт, и вы тут... Нет, я просто не по этой тематике. Нет, ситуация вот в чем. Вчера забыла выключить уведомления. Мы с ней живем вместе уже достаточно давно. Фу, слава богу. А точнее, подождите, это не слава богу. Вы сейчас не собираетесь мне воткнуть что-нибудь в меня? Не, я просто хочу узнать, что не так, может быть... Просто я не очень хочу сейчас устраивать тут гладиаторские бои, если честно. Не, на самом деле, может, я просто делаю что-то не так. Просто вчера не выключила уведомления. Мой палец также привязан к ее телефону. Я зашел в переписку. За неделю переписка удалена, но вчера сыпались сообщения, и на сегодня вы договорились о встрече. Я понимаю. Что вы хотите ко мне какие-то претензии предъявить? Я не очень понимаю. Это же ваша женщина, правильно? Я не знал, что у нее есть молодой человек, это во-первых. Во-вторых, ну как бы реально сейчас с вами там драться я не очень хочу. Нет, если хотите, можем выйти. Ну, кто из вас еще готов со мной сразиться? Я? Но мне это нафиг не упало. То есть цель-то вашего прихода какая? Цель моего прихода вот какая. Дали бы ей леща, как говорится, и все, и решали бы свои вопросы дома. Мне-то что? Но просто есть дома куча моментов, в которых, допустим, забота, ласка, там, дома готовить, еще что-то. Но мы живем вместе давно, но за вот последнюю неделю я стал замечать, что что-то не так. От меня-то что нужно? Я не очень понимаю, что от меня-то нужно? Сейчас бы пришла она навстречу. Как бы эта встреча проходила? Я жду тебя 3 часа. Ты шляешься, неизвестно. Не знаю, я еще раз говорю, я-то не знал, что она в отношениях. Она мне ничего не написала. Правильно? Правильно. То есть меня-то, ну, я как мужика вас понимаю прекрасно, я реально понимаю. Я бы тоже охренел бы, если бы у меня подруга бы шлялась бы там направо и налево. Я же не знаю, что у вас за отношения, это во-первых. Во-вторых, я не знаю, может она вам мстит. Изменяли ей? Я ей ни разу не изменял. Давайте сейчас проверим, это точно же вы, правильно? Вот ее телефон... Я вам писал только что вот вы же поэтому и узнали сейчас. Так, вот ее телефон, номер я узнал. Да. Я не хочу отвлекать просто. Можно? Да. Вас узнал. Спасибо большое. Спасибо, что Хорошего смотрите. Вам дня. Спасибо и вам тоже. Как работа? Спасибо. Да в целом неплохо, но единственное, я сбавлюсь сегодня. Хорошо, ладно. Ну ладно, счастливо. Неважно, я раньше с ним работал где-то вместе. Продолжайте. Так, ладно, раз я все-таки не Милана, и я не просто так сюда приехал с другого конца города. Смотрите, такой момент.
Вот на чем остановился ваш разговор? То есть это просто встреча, это сходить в ресторан или это какая-то симпатия? В общем, как проходил этот диалог, потому что переписка удалена? На самом деле, я вот, как вас зовут? Алексей. Меня Евгений, я даже не знаю, Очень давайте. приятно. Да. Очень приятно. Очень приятно, и мне бы было на самом деле неприятно, если бы я узнал, что к этому мужику ходит. Хотя, я не знаю, да, какие у вас отношения. В целом, я, честно говоря, вот мой характер, я бы просто, вряд ли бы пошел навстречу, я бы просто взял бы, и решил бы вопрос с женой, или там с подругой, кто она вам. Просто надо понять, что вы хотите. Вы хотите докопаться до причины, почему это происходит? Не, я же не Цербер держать ее дома. Допустим, я взял ее сейчас телефон, пока она спит, приехал навстречу поговорить. Просто не понимаю, что не так, потому что я очень давно работаю моделью, я также постоянно снимаюсь на разных творческих пробах, участвовал в сериалах, ездил за границу по контракту работать, и я не понимаю, что не так. Может, она вас впалила тоже с перепиской или с изменой какой-то. Так в этом-то и дело, может, что нет мстит. ни Это одной. самый такой, напрашивающийся вывод. То есть она решила отомстить, поэтому вот так поступает. Я хрен его знаю. Может быть, вы как, Отомстить, что, допустим, рядом со мной постоянно голые девчонки переодеваются, но я ни одну пальцем не трону. Не знаю, за что может мстить. быть, не знаю. Может быть, вы ее как раз не удовлетворяете. Может быть, Так вот в этом-то и дело, потому что 3-4 дня за день, я думаю, что очень многие об этом хотят. 3-4 раза за день? Это норма. Стесняюсь спросить, если бы она пришла, и у нас бы до этого, надеюсь, бы не дошло, конечно, раз уж такая ситуация, но если гипотетически, да я уже не в той форме, чтобы вам, молодым моделям, и флаг в руки, что называется. Я не знаю тогда, что. Может быть, фиг знает. Может, разлюбила вас, хрен его знает. Может, ищет чего-то. Что у вас там за планы были? Вы женаты, У нас были вообще планы на следующий год слетать в очень интересное место, где мы, собственно, и познакомились очень давно. Слетать к ее родителям познакомиться. Но когда вот такая ситуация, я уже просто не вижу в этом смысла. И просто хотелось видеть... То есть у вас все нормально, и она ни с того ни с сего начинает переписываться с другим мужиком? Теперь, походу, у меня было все нормально, а оказывается, с другой стороны, было не особо. Но такой вот момент. Оказывается, у нас, наверное, поездка к родителям отменяется. Мне просто было интересно взглянуть, с каким контингентом она общается. Чем отличаюсь я от... вам намного побольше, чем мне лет. Ей 22. Мне 43. Да. Клево. Я бы не сказал. А как вам с такими молоденькими? В порядке общаться? Честно? Да. Вот прям молодые, то, что надо. Потому что, когда я был в возрасте 25 лет, мне заходили тёлки постарше. Я встречался с женщиной старшего возраста. Когда ее не стало, я встречался с женщинами. И до нее я встречался с женщинами реально старше меня на 10, 15, даже 20 лет старше были женщины. На 20 лет? Да, но когда я стал старше, и это нормальная практика, конечно же, мне хочется общаться с женщинами помоложе. Да, мне нравится. Но вы без жены? Женщины. Я без жены. А я был без 5 минут женат. И вот такая вот история. Алексей, я не знаю, что вам сказать. Уже хорошо, что вы, во-первых, мне не выстрелили в меня. Это уже хорошо. Это делает вас аккуратно. Делает из вас джентльмена. Это, во-первых. Во-вторых, я вам искренне сочувствую. Я не знаю, нужно оно вам или нет, мое сочувствие. Но я реально, это же ваши... Видимо, есть что-то, чего я не знаю, но оно действительно есть. Что ее каким-то образом тянет куда-то на сторону. Непонятно. То есть вы с ней даже не созванивались? Да нет, мы только переписывались. Первое свидание, и все. Я посмотрел фотки, мне понравилось. Я ей накидал там, кто я, чем занимаюсь, что со мной в жизни происходит, чего я хочу от жизни. Она мне тоже накидала, что она одинока, что ей там серый Питер ее утомил, она хочет развеяться там и так далее. Это очень сжато. Захотелось папика? Ты что, наглец? Не знаю. Кстати, а сколько вы зарабатываете? 1120-150 в месяц. Я понял. А вы? А я написал ей, что зарабатываю от 1 000 000 в месяц. Алексей. Вот она, молодая меркантильность, на самом деле. Я думаю, что мы с вами только что вместе опытным путем выяснили, что ваша спутница, видимо, пересмотрела каких-то ярких сторис с Гавайев и Мальдив и хочет, видите, все-таки более перспективного дядьку, либо уже состоявшегося. Это вот так можно купить «Люблю за миллион», получается? Да. Предположим, я бы предложил вам $1 000 000
За одну ночь с вашей... К сожалению, я это постоянно на практике испытываю. Ну, это хреновая тема. Вы модель, перспективный, молодой, шпилите ее 3-4 раза в день. А в итоге появляется лысоватый, пузатый, старый, но с бабками, и она делает выбор в пользу него. Это хреновая тема, я согласен. Но я вот в это упираюсь постоянно. К сожалению, так устроен этот говняный современный мир отношений между мужчиной и женщиной. Я не знаю, что вам теперь с этой мадемуазелью делать, но в целом я вам искренне сочувствую. Да я сделал свои выводы, на самом деле. Спасибо за то, что смогли адекватно пообщаться, и мы действительно решили, что ей не хватает, потому что все-таки к деньгам нужно приходить со временем. Это понятно, у меня в 25 лет ни хрена не было, кроме долгов и какого-то опыта, вообще ничего. Это сейчас у меня что-то есть, так мне уже 43. Короче, сучки они все, Алексей, я честно скажу. Спасибо вам, Евгений, на самом деле, за то, что смогли вот так с вами пообщаться. Давайте, да. Поеду забирать вещи из квартиры и гоните разъезжаться. ее тоску и эту сучку Милану. Давайте, ладно. Спасибо вам, хорошего дня, до свидания. Привет ей передавайте. Хорошо, вы отпишитесь ей вечером. Отпишу, хорошо. Да, блин, Милана, вот ты сучка крашеная. А может и не крашеная. Ну как же ты так? Такой парень. Если б я был тёлкой молодой, я бы сам с ним замутил. Модель, перспективный, модный, все понимающий, все про все знающий. И ты так вот повелась вот на плешь и на живот. Но с бабками. Ну, живот, кстати, у меня поменьше, и плешь меня не смущает, да, с Джейсон Стэттем живет как-то, и вроде бы даже неплохо с моделью. Я про другое, на моем месте мог оказаться кто угодно, да, прям, ну, вообще, квазимода лютая, но с бабками. Женщины, смотрящие мой канал, объясните, ну неужели ли правда жизни состоит в том, что... Хотя я понимаю, ну хочется, ну всем соблазны на каждом шагу. Айфоны, Ролексы, Мальдивы. Вся хуйня. И когда ты, смотришь даже на очень привлекательного, душевного, красивого, молодого человека, даже перспективного, и думаешь о том, что где-то есть пузатый, но с бабками, с возможностями прямо сейчас, не хочется, конечно, тратить десятилетия на то, чтобы потом морщинистой жопкой окунуться в голубую лагуну Мальдивских островов. Хочется упругой попкой это сделать. Я понимаю, поэтому даже не знаю. Скорее всего, не осуждаю вас, милые женщины. Просто всегда хочется искренней, доброй, заботливой и ради чувств, а не бабла. Эх, сегодня опять не получилось мне задрать юбку красотки. Видимо, сегодня уже и не получится. Видимо, сегодня я уже в расстройствах. Пойду и подниму бокал за то, что мир не меняется. И во все времена все-таки бабки всегда решают. Поэтому посыл мой мужскому населению: зарабатывайте, не стесняйтесь. Чем больше, тем лучше. Не могу сказать свою дежурную девочку на оценку, но давайте парня на оценку. По-моему, парень молодчик. Ему 10 баллов, а телочке его Милане вот такой вот прыщ на нос. Пишите. Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи.